Всем привет! С вами Энди Вакс, и это 7-й обзор, посвященный плагину Vertigo Sound VSC2, созданному немецкой компанией Brainworks. Vertigo Sound VSC2 является эмуляцией одноименного прибора и, несмотря на свою стоимость, достойно соперничает со своим железным собратом. VSC2 представляет собой 4 усилителя, управляемых напряжением или, говоря инженерным языком, VCA-схему. Это классическая схема конца 70-х годов, дополнена, однако, некоторыми современными функциями. Каждый канал оснащен одним VCA в пути прохождения сигнала и другим VCA в цепи сайдчейна. В стереорежиме оба сайдчейна работают независимо друг от друга, и самый высокий пик любого из двух каналов определяет компрессию для обоих каналов. Поэтому VSC2 в состоянии эффективно обрабатывать сигналы, которые имеют проблемы с фазой. В зависимости от уровня сигнала на входе прибора и положения ручки Make Up Gain, VSC2 добавляет в сигнал вторую и третью гармоники, что положительно сказывается на характере звучания, придавая ему тот самый аналоговый окрас. Режим стерео VSC2 по сути является двойным монорежимом, то есть левый и правый каналы обрабатываются независимо, что позволяет избежать схлопывания стереобазы. Можно подумать, что VSC2 предназначен только для мастеринга, но его уникальность заключается также в том, что прибор является также потрясающим трек-компрессором. На первый взгляд может показаться, что VSC2 это клон SSL компрессора, уж очень похожее значение атаки и релиза. Однако на практике характер компрессии другой, и это, на мой взгляд, основная фишка этого компрессора. Этот компрессор при настройках, совпадающих с SSL компрессором, работает иначе и чаще всего более музыкально. Я являюсь противником пресетов, но в данном случае не могу не признать, что в VSC2 они просто идеальны. Вот, например, как из вялого звука рояля мы можем получить хитовый пробивной звук только за счет компрессии. Обратите внимание, что характер компрессии UAD Precision Bass компрессор очень похож на VSC2, а SSL компрессор Cytomic The Glue дает более накачанный звук, что в данном случае слушается более эффектно, но в других случаях вряд ли подойдет, так как чаще всего нам нужна именно незаметная компрессия. Большинство параметров VSC2 довольно стандартны, однако и тут разработчики из Brainworks преподнесли нам несколько сюрпризов. Threshold управляет порогом срабатывания прибора. Ручка имеет нелинейную зависимость, что способствует удобной регулировке этого параметра. Степень срабатывания, параметр Ratio, также полон сюрпризов. В режиме Soft с увеличением входного уровня степень срабатывания меняется от 1 к 1 до 8 к 1, что дает нам практически незаметную компрессию. Эта особенность работы позволяет VSC2 приблизиться к характеру звучания оптического компрессора. А все мы знаем, что оптические приборы наподобие LA2A славятся своей незаметной работой. Режимы 2 к 1, 4 к 1, 8 к 1, 10 к 1 определяют различную степень срабатывания, о которой можно сказать, чем меньше, тем мягче и музыкальней, а чем больше, тем агрессивнее и больше панча. В режиме Brick Wall характер работы лишь приближен к лимитеру, то есть пики сигнала максимально ограничиваются, но полный срез, как в лимитере, в данном случае не происходит. Параметры атаки и релиза стандартные и не преподносят никаких сюрпризов. Градация регуляторов, как я уже говорил, может напомнить компрессоры SSL. Параметр Make Up Gain регулирует выходное усиление сигнала и имеет повышенное разрешение при регулировке от 0 до плюс 6 дБ. Очень важный параметр Sidechain является решающим в использовании VSC2 при мастеринге. Переключатель Sidechain имеет 3 положения: выключен, 60 Гц и 90 Гц. Если плагин излишне реагирует на бочку, бас или другой низкочастотный сигнал в миксе,
мы используем сайдчейн фильтр. В итоге низкие частоты вашего микса будут меньше скомпрессированы, что придаст миксу дополнительный кач на низких частотах и позволит избавиться от нежелательного общего пампинга микса. В нашем случае отчетливо слышно, как при включении сайдчейн компрессор перестает воздействовать на низкочастотный хвост бочки, при срезе которого трек будет меньше качать. Gain Reduction Meter имеет удобную нелинейную градацию и позволяет увидеть, на сколько децибел ограничиваются пики сигнала. Vertigo VSC2 также хорош для придания окраса сигналу. Просто поверните регулятор Threshold до упора по часовой стрелке и используйте регулятор Makeup Gain для управления количеством добавляемых гармоник в сигнал. Прибор потрясающе незаметно работает на традиционных инструментах, вокале, гитаре, пианино и барабанах. Очень хорош он, конечно же, и на мастершине. Выводы. Из плюсов можно отметить отличное звучание, гибкие органы управления, легкий и понятный интерфейс. Очень удобна функция сайдчейн, близкий к оптическому режим Soft, Dual Mono конфигурация, не искажающая стереобазу сигнала, и возможность окрашивания звука при высоком входном уровне сигнала. Из минусов: ограниченная функциональность, обусловленная дизайном оригинального устройства, низкая детализация графического интерфейса плагина, характер звучания на низких частотах весьма далек от железного собрата. Буду очень рад ответить на ваши вопросы в группе Andy Wax Reviews.